Как Пакистан умудряется содержать 31 миллион голов крупного рогатого скота, занимая при этом 11-е место в мире по производству говядины? В провинции Пенджаб фермеры выращивают буйволов весом до 2000 фунтов на крошечных участках земли, используя методы, о которых западные животноводы даже не подозревают. На рынке в Карачи один бык может стоить дороже автомобиля, до $50 тысяч, а местные скотоводы зарабатывают состояние на животных, которых кормят смесью из сахарного тростника и промышленных отходов. Вы думаете, что знаете, как работает животноводство? В деревне Сахивал, расположенной в самом сердце Пенджаба, фермер Мухаммад Акрам просыпается в 4 утра каждый день вот уже 30 лет подряд. То, что происходит на пакистанских фермах, полностью переворачивает все представления о разведении скота. Его ферма занимает всего 2 акра земли, но на этом крошечном участке он содержит 27 буйволов породы Нили-Рави. Эти животные, черные гиганты с белыми отметинами на морде, могут давать до 12 галлонов молока в день. Эти животные, черные гиганты с белыми отметинами на морде, могут давать до 12 галлонов молока в день. Акрам использует метод, который передается в его семье из поколения в поколение с XIX века. Каждое утро он готовит специальную смесь: измельченный сахарный тростник, жмых после отжима масла, пшеничную солому и добавляет туда патоку. Один буйвол съедает до 100 фунтов этого корма ежедневно, но главный секрет не в составе, а в способе кормления. Акрам делит порции на 8 приемов пищи в течение суток. Животные никогда не переедают, но и не остаются голодными. Такой режим позволяет буйволам набирать до 4 фунтов веса каждый день. Водопой организован через систему каналов, которую построил еще дед Акрама. Вода поступает из близлежащей реки Рави и проходит через 3 отстойника, где оседает ил и грязь. Буйволы пьют до 30 галлонов воды ежедневно, особенно в летние месяцы, когда температура достигает 110 градусов по Фаренгейту. Но самое удивительное – это метод охлаждения животных. В полдень Акрам открывает шлюзы небольшого искусственного пруда прямо в загоне. Буйволы погружаются в воду по шею и проводят там до 3 часов. Это не просто купание. Грязевые ванны защищают их кожу от паразитов и солнечных ожогов. Температура тела животного падает на 5 градусов, что критически важно для выживания в пакистанскую жару. Ветеринарная помощь здесь выглядит совершенно иначе, чем на западных фермах. Вместо антибиотиков Акрам использует смесь из куркумы, имбиря и черного перца при первых признаках болезни. При проблемах с пищеварением он дает животным настой из семян аниса и фенхеля. Эти методы работают. За последние 5 лет он не потерял ни одного буйвола от болезни. Доение происходит вручную дважды в день. Акрам и его 3 сына справляются с 27 животными за 2 часа. Они продают молоко местной молочной компании по цене $3 за галлон. За месяц ферма приносит доход около $9 тысяч, из которых 4 тысячи уходят на корма и содержание. На рынке скота в Мианвале покупатели толпятся вокруг загона, где стоит бык породы Сахивал весом 2300 фунтов. Его владелец Рашид Махмуд отказывается продавать животное дешевле $42 тысяч. Сахивал – это не просто порода, это национальное достояние Пакистана. Эти быки красно-коричневого цвета с короткими рогами способны выживать при температуре до 120 градусов и при этом набирать мышечную массу быстрее любой западной породы. Махмуд разводит сахивалов уже 15 лет. Его лучший производитель по кличке Шер, что означает лев, весит 2500 фунтов и приносит потомство 3 раза в год. Стоимость одного осеменения составляет $800. Телята от Шера продаются по $3000 уже в возрасте 6 месяцев. Секрет породы в уникальной генетике – сахивалы накапливают жир не под кожей, а внутри мышечной ткани, что делает мясо невероятно мраморным. В провинции Синд разводят совершенно другую породу – красных синди. Эти коровы меньше размером, редко превышают 1200 фунтов, но дают молоко жирностью до 8%. Фермер Али Хасан содержит стадо из 43 синди на ферме возле города Хайдарабад. Его коровы пасутся на солончаковых лугах, где растут только колючие кустарники и жесткая трава. Любая европейская порода погибла бы здесь за неделю, но синди процветают. Хасан рассказывает, что его прадед вывел эту линию синди еще в 1890-м.
Семья хранит записи о каждом животном в толстых кожаных журналах. Там указаны даты рождения, вес, удои, особенности характера каждой коровы за 133 года. Самая продуктивная корова в истории фермы по кличке Лайла дала за свою жизнь 48 телят и произвела 120 тысяч галлонов молока. Но самая экзотическая порода – это чаличтани из Белуджистана. Эти животные похожи на помесь верблюда с коровой. У них длинные ноги, горб на спине и способность обходиться без воды до 3 дней. Пастух Карим Бахш перегоняет стадо из 80 голов чаличтани через пустыню Тар каждую весну. Они проходят до 20 миль в день, питаясь колючками акаций и корнями, которые выкапывают копытами из песка. Чаличтани дают мало молока, всего 3 галлона в день, но их мясо ценится выше всех остальных пород. Оно практически не содержит жира, имеет насыщенный вкус дичи и стоит $8 за фунт на рынках Карачи. Один бык чаличтани в возрасте 3 лет продается за $12 тысяч. Порода настолько редкая, что в Пакистане осталось не больше 50 тысяч голов, и правительство запретило их экспорт в 1998. На окраине Лахора грузовик выгружает 3 тонны жмыха после отжима хлопкового масла прямо во двор фермы Джаведа Игбала. Это отходы текстильной промышленности, которые западные фермеры выбрасывают, но пакистанские скотоводы превращают в основу рациона. Игбал смешивает жмых с патокой сахарного тростника в огромном бетонном миксере. Получается темно-коричневая липкая масса, которую животные поедают с жадностью. 1 фунт такой смеси содержит столько же белка, сколько 3 фунта обычного сена. В провинции Хайбер-Пахтунхва фермеры добавляют в корм измельченные косточки абрикоса. Местный скотовод Юсуф Хан закупает отходы от производства абрикосового масла по 10 центов за фунт. Он перемалывает косточки в мелкую крошку и смешивает с пшеничной соломой в пропорции 1:4. Быки съедают до 80 фунтов этой смеси ежедневно и набирают вес на 30% быстрее, чем на обычном корме. Косточки содержат масла, которые улучшают пищеварение и придают мясу особый ореховый привкус. Возле города Мултан работает уникальная система переработки пищевых отходов в корм для скота. Предприниматель Салман Ахмед собирает остатки еды из 200 ресторанов города. Каждый день его 3 грузовика привозят на ферму до 8 тонн объедков: рис, лепешки, овощные очистки, остатки карри. Все это проходит через промышленную дробилку, обрабатывается паром при температуре 212 градусов для уничтожения бактерий, затем смешивается с отрубями и силосом. Ахмед кормит этой смесью 400 голов скота. Себестоимость корма всего 7 центов за фунт, при том, что обычный комбикорм стоит 35 центов. На севере страны, в районе Свата, фермеры используют листья тутового дерева как основной корм. Надир Шах владеет тутовой плантацией площадью 12 акров и держит стадо из 60 буйволов. Каждое дерево дает до 100 фунтов листьев за сезон. Надир собирает листья 4 раза в год, сушит их на солнце и хранит в больших джутовых мешках. Зимой, когда свежей травы нет, листья тутовника становятся единственным источником зеленого корма. Буйволы переваривают их лучше, чем сено, и молоко приобретает сладковатый привкус, за который покупатели готовы платить на 20% больше. Самая необычная кормовая добавка используется в прибрежных районах Белуджистана. Фермеры собирают водоросли, выброшенные на берег Аравийского моря после штормов. Ибрагим Балох сушит водоросли на солнце 3 дня, затем измельчает и добавляет в корм по 2 фунта на каждое животное ежедневно. Водоросли содержат йод и минералы, которых нет в обычных кормах. Его быки никогда не болеют зобом, их кости крепче, а шерсть блестит как шелк. Балах продает племенных быков по $18 тысяч за голову, вдвое дороже средней цены по стране. В горах Кохистана пастух Гуль-Замин ведет стадо из 130 коров по тропе шириной всего 3 фута. Справа — отвесная скала, слева — пропасть глубиной 2000 футов. Животные идут гуськом, не сбавляя шага, словно горные козлы. Замин совершает этот переход дважды в год, весной поднимается на высокогорные пастбища на высоте 9000 футов, осенью спускается в долины. Путь занимает 11 дней в одну сторону. За 30 лет он не потерял ни одного животного на этих тропах. На летних пастбищах трава растет по колено, насыщенная талой водой с ледников.
Коровы пасутся здесь 4 месяца и набирают до 300 фунтов веса каждая. Замин живет в каменной хижине, построенной его дедом в 1923-м. Ближайшая деревня находится в 3 днях пути. Раз в неделю его сын поднимается на мотоцикле по горной дороге, привозит муку, чай, соль и забирает масло, которое Замин сбивает из молока. 1 фунт такого масла стоит $12 в городе, туристы считают его деликатесом. В пустыне Холистан действует совершенно другая система выпаса. Племя Раис кочует по пескам со стадом в 400 голов верблюдов и 200 голов крупного рогатого скота. Они перемещаются от одного водоема к другому, проходя до 15 миль ежедневно. Их маршрут не меняется столетиями, от колодца Динграх до оазиса Мохаммадпур, оттуда к форту Деравар, затем обратно. Полный круг занимает 8 месяцев. Глава племени Азам Раис знает расположение каждого колодца в радиусе 100 миль. Некоторые колодцы выкопаны 300 лет назад, их глубина достигает 150 футов. Вода поднимается кожаными ведрами на веревках из верблюжьей шерсти. 1 колодец может напоить все стадо за 6 часов непрерывной работы. Животные выпивают до 40 галлонов каждое, затем могут обходиться без воды 3 дня. Скот питается верблюжьей колючкой, полынью и жесткой пустынной травой. Эти растения содержат так мало питательных веществ, что корова должна пастись 16 часов в сутки, чтобы наесться. Но мясо получается постным, жесткие мышцы дают насыщенный вкус. Мясники в Бахавалпуре платят Раису на 30% больше за его скот, чем за животных с обычных ферм. На равнинах Пенджаба фермер Танвир Хуссейн использует систему ротационного выпаса на 20 акрах земли. Он разделил пастбище на 20 участков по 1 акру каждый. Стадо из 80 коров пасется на одном участке ровно 1 день, затем переходит на следующий. Через 20 дней цикл повторяется, и трава на первом участке успевает отрасти до прежней высоты. Такая система позволяет кормить вдвое больше животных на той же площади. Хуссейн установил солнечные панели, которые питают электрический насос для полива пастбищ. В засушливые месяцы он орошает участки 2 раза в неделю. Трава растет круглый год, даже когда соседские поля выгорают под солнцем. Его метод скопировали уже 37 фермеров в округе. Производительность молока выросла на 45% за 3 года. В 50 милях от Исламабада предприниматель Фарук Малик управляет фермой на 2000 голов скота с планшета, сидя в кондиционированном офисе. На шее каждого животного закреплен датчик, который передает данные о температуре тела, частоте пульса, количестве шагов и времени, проведенном за едой. Система стоила Малику $300 тысяч, но окупилась за 18 месяцев. Теперь он знает о проблемах со здоровьем животного за 2 дня до появления видимых симптомов. Вчера утром датчик показал, что бык номер 723 снизил активность на 30%, и его температура поднялась на 1,5 градуса. Ветеринар осмотрел животное и обнаружил начальную стадию воспаления копыт. Лечение началось немедленно. Без датчика проблему заметили бы только через неделю, когда бык начал бы хромать, и потеря веса составила бы до 80 фунтов. Автоматическая система кормления раздает корм 6 раз в день по расписанию. Огромный миксер объемом 2000 галлонов смешивает силос, концентраты и добавки по запрограммированному рецепту. Тележка на рельсах развозит готовую смесь по кормушкам. Каждое животное получает индивидуальную порцию в зависимости от веса, возраста и состояния здоровья. Датчик в кормушке фиксирует, сколько съела корова. Если животное не доело норму, система отправляет уведомление на телефон Малика. Доильный зал оборудован роботизированной каруселью на 60 мест. Коровы заходят на платформу, которая медленно вращается. За время одного оборота, 12 минут, аппараты успевают подключиться к вымени, выдоить молоко и обработать соски дезинфицирующим раствором. Производительность 300 коров в час. Молоко по трубам поступает сразу в охладители, где температура падает до 38 градусов за 3 минуты. Это предотвращает размножение бактерий и сохраняет свежесть. В городе Фейсалабад агроном Аса Триас установил на ферме систему туманообразования для охлаждения животных. Сотни форсунок создают водяную взвесь над загонами. Капли настолько мелкие, что испаряются, не достигая земли, забирая тепло из воздуха. Температура в загоне падает на 20 градусов. Расход воды всего 15 галлонов в час на 100 голов скота. Удои выросли на 32% после установки системы.
Риас потратил $40 тысяч на оборудование, но экономит $90 тысяч в год на кормах. Животные в прохладе едят меньше, но усваивают питательные вещества лучше. Ферма Зафара Игбала возле Карачи использует биогазовую установку, которая перерабатывает навоз от 500 буйволов. Каждое животное производит до 80 фунтов навоза ежедневно. Весь объем поступает в огромный резервуар, где бактерии разлагают органику без доступа кислорода. Процесс выделяет метан, который накапливается в газгольдере объемом 3000 кубических футов. Газ питает 3 генератора общей мощностью 150 киловатт. Этого хватает на все нужды фермы: освещение, холодильники, насосы, доильные аппараты. Излишки электричества Игбал продает в городскую сеть по 8 центов за киловатт-час. Ежемесячный доход от продажи электричества составляет $4200. Ветеринар Имран Шах вводит руку по локоть в живот коровы через специальное отверстие, закрытое резиновой пробкой. Это фистула, хирургически созданный проход в рубец, который позволяет напрямую контролировать пищеварение. На ферме возле Гуджранвалы 12 коров живут с такими фистулами уже 3 года. Шах берет пробы содержимого рубца дважды в неделю, анализирует кислотность и состав бактерий. По результатам он корректирует рацион всего стада из 300 голов. С момента внедрения этого метода случаи вздутия живота сократились на 87%. В клинике Лахорского университета ветеринарии профессор Халид Махмуд проводит операцию по пересадке эмбрионов. Он извлекает оплодотворенную яйцеклетку от элитной коровы породы Сахивал стоимостью $50 тысяч и подсаживает ее обычной корове-суррогату ценой всего в $1200. Одна элитная корова может дать только одного теленка в год естественным путем. С помощью пересадки эмбрионов от нее получают до 20 телят ежегодно. Махмуд провел уже 417 таких операций с успешностью 62%. Мобильная ветеринарная клиника объезжает деревни провинции Синд по заранее объявленному маршруту. Доктор Рашида Парвин и 2 ассистента осматривают до 80 животных за день. В переоборудованном грузовике установлен ультразвуковой аппарат, рентген, анализатор крови и мини-аптека. Парвин проверяет коров на стельность ультразвуком. Процедура занимает 3 минуты. Фермер сразу узнает результат и может планировать продажу или оставить животное для получения потомства. За такую проверку она берет $5, за полный осмотр с анализами — 15. Вчера Парвин диагностировала мастит у буйволицы в деревне Тандо-Алахьяр. Экспресс-тест молока показал повышенное содержание лейкоцитов. Она ввела антибиотик длительного действия и объяснила хозяину, что молоко нельзя продавать 10 дней. Фермер расстроился из-за потери дохода, но Парвин показала ему, что без лечения буйволица потеряла бы способность давать молоко навсегда. Стоимость лечения — $40, стоимость новой буйволицы — 3000. В горных районах Хайбер-Пахтунхвы народный целитель Хаджи Рахматулла лечит скот травами и минералами. Его методы передаются в семье 12 поколений. При вздутии живота он вливает животному смесь из касторового масла, асафетида и теплой воды с солью. Газы выходят через 15 минут. При ранах использует пасту из куркумы, меда и топленого масла. Заживление происходит вдвое быстрее, чем с современными мазями. Рахматулла лечит переломы костей, накладывая шины из бамбука и обмазывая место перелома глиной, смешанной с яичным белком. Застывая, эта смесь держит кость лучше гипса. Его самый известный случай — лечение быка, которого укусила кобра. Яд парализовал заднюю часть тела животного. Ветеринары советовали усыпить быка, но хозяин обратился к Рахматулле. Целитель сделал надрезы в месте укуса, отсосал яд, затем втирал в рану пасту из чеснока и черного перца. Внутрь давал отвар из корней растения хармал. Через 3 дня бык встал на ноги. Через неделю полностью восстановился. Хозяин заплатил Рахматулле $200 и подарил козу. На скотобойне в Карачи мясник Асиф Али разделывает тушу быка весом 2100 фунтов за 42 минуты. Его отец научил его этому ремеслу в 12 лет, теперь ему 48, и он считается лучшим разделщиком в городе. Из туши получается 1200 фунтов чистого мяса, 300 фунтов костей, 180 фунтов жира и остальное — субпродукты. Ничего не выбрасывается. Печень продается по $6 за фунт, сердце по 4, язык по 7.
Даже рога идут на изготовление рукояток для ножей по $20 за пару. Али покупает быков напрямую у фермеров по цене $2 за фунт живого веса. Бык за $4200 после разделки приносит доход $8300. Вычитая расходы на убой, транспорт и рабочих, чистая прибыль составляет $1900 с одного животного. За день его бойня обрабатывает 37 туш. Месячная прибыль превышает $2 миллиона. В районе Бадами-Баг работает крупнейший мясной рынок страны. 320 магазинов торгуют свежим мясом с 5 утра до полуночи. Торговец Шакил Ахмад владеет 3 лавками и продает до 2 тонн говядины ежедневно. Цена зависит от части туши. Вырезка идет по $8 за фунт, грудинка по $3.50, рулька по $2. Шакил знает своих постоянных клиентов и их предпочтения. Владелец ресторана «Захид» всегда берет только мраморную часть спины для стейков. Хозяйка гостиницы «Насим» покупает грудинку для тушения. Мясник Ильяс закупает обрезки для фарша. Холодильные камеры за рынком вмещают 50 тонн мяса при температуре 28 градусов. Мясо выдерживается там от 3 до 14 дней в зависимости от возраста животного. Молодые бычки готовы к продаже через 3 дня, старые быки требуют 10 дней для размягчения волокон. Шакил платит $300 в месяц за аренду 20 квадратных футов в холодильнике. Без выдержки мясо было бы жестким, и он потерял бы половину клиентов. Экспортер мяса Джавед Малик отправляет контейнеры с замороженной говядиной в страны Персидского залива. Его компания обрабатывает 300 тонн мяса ежемесячно. Завод в промзоне Карачи работает круглосуточно. Мясо проходит ветеринарную проверку, получает сертификат халяль, упаковывается в вакуумные пакеты и замораживается до минус 20 градусов. Один контейнер вмещает 22 тонны и стоит $120 тысяч. Малик отправляет 8 контейнеров в неделю. Годовой оборот компании $52 миллиона. Самый прибыльный период – праздник жертвоприношения Курбан. За 3 дня по всей стране забивают до 10 миллионов животных. Цены взлетают втрое. Бык, который в обычное время стоит $3000, продается за 9000. Фермер Наваз Шариф выращивает быков специально к этому празднику. Он покупает годовалых телят по $800, откармливает их 18 месяцев и продает за 7000 в дни перед праздником. Затраты на корм и содержание $2000, чистая прибыль $4200 с каждого быка. Шариф продает 40 быков ежегодно и зарабатывает 168 тысяч за 3 дня. В порту Карачи рефрижераторное судно загружает 3000 тонн замороженной говядины стоимостью $6 миллионов. Это самая крупная партия в истории пакистанского экспорта мяса. Контейнеры идут в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию и Малайзию. Но главный покупатель – Китай, который в прошлом году закупил говядины на сумму $217 миллионов. Директор экспортной компании Салим Мухаммад подписывает контракт с китайской корпорацией на поставку 15 тысяч тонн говядины в течение года. Это в 10 раз больше, чем вся его компания экспортировала за предыдущие 3 года. Китайцы требуют мяса исключительно от быков не старше 30 месяцев, откормленных на натуральных кормах без гормонов и антибиотиков. Они отправили инспекторов, которые проверили 18 ферм-поставщиков. Только 6 прошли сертификацию. Проблема в том, что Пакистан не может обеспечить такие объемы высококачественного мяса. Большинство фермеров до сих пор работают по старинке. Животные пасутся где придется, едят что найдут, не получают ветеринарного ухода. Мухаммад принимает радикальное решение. Он создает собственную сеть ферм. Вкладывает $8 миллионов в строительство 10 современных комплексов в провинции Пенджаб. Каждый рассчитан на 1000 голов скота. За 6 месяцев вырастают коровники с автоматическим кормлением, системами охлаждения, ветеринарными клиниками. Мухаммад закупает 3000 племенных телят породы Сахивал у лучших заводчиков страны. Каждый теленок стоит $2000. Нанимает 40 ветеринаров, 120 рабочих, 10 управляющих. Месячный фонд зарплаты – $180 тысяч. Расходы на корма – 300 тысяч ежемесячно. Первая партия из 1000 быков готова к забою через 18 месяцев. Средний вес – 2200 фунтов. Выход мяса – 1300 фунтов с туши. Китайские инспекторы проверяют качество и ставят высший сорт. Цена – $4.50 за фунт. Партия приносит $5 800 000.
Себестоимость производства — 3 миллиона 200 тысяч. Чистая прибыль — 2 миллиона 600 тысяч за 18 месяцев. Но настоящий прорыв происходит, когда Мухаммад получает доступ на японский рынок. Токийский импортер заказывает пробную партию мраморной говядины, всего 5 тонн. Требования невероятные. Мясо должно иметь индекс мраморности не ниже 6 по 10-бальной шкале, животные откармливаются специальной диетой с добавлением пива и массируются ежедневно для размягчения мышц. Мухаммад выделяет 50 лучших бычков и создает для них особые условия. Животные получают корм с добавлением ячменного солода 4 раза в день. Рабочие массируют их спины и бока щетками по 30 минут дважды в день. Играет классическая музыка. Японские исследования показали, что она снижает стресс у животных. Через 24 месяца быки весят по 2600 фунтов каждый. Мясо получается с жировыми прожилками, тающими во рту. Японцы платят $28 за фунт. 5 тонн приносят 312 тысяч долларов дохода. Себестоимость производства элитной партии — 140 тысяч. Прибыль — 172 тысячи долларов всего с 50 животных. Это больше, чем дают 500 обычных быков. Японцы размещают заказ на ежемесячные поставки 20 тонн. Мухаммад становится первым пакистанцем, который продает говядину в Японию, страну с самыми жесткими стандартами качества в мире. Правительство Пакистана объявляет план по увеличению поголовья скота до 45 миллионов голов к 2030 году. Министерство сельского хозяйства выделяет $2 миллиарда на модернизацию отрасли. Деньги идут на строительство современных скотобоин, холодильных складов, ветеринарных клиник и учебных центров для фермеров. В университете Фейсалабада открывается институт животноводства с лабораторией генетики. Ученые работают над выведением новой породы, которая объединит выносливость местных сахивалов с быстрым набором веса европейских пород. Первые эмбрионы уже имплантированы суррогатным матерям. Через 2 года появятся первые телята. Если эксперимент удастся, продуктивность пакистанского скота вырастет на 60%. Частные инвесторы вкладывают средства в животноводческие стартапы. Предприниматель Умар Фарук создал мобильное приложение, которое связывает фермеров напрямую с покупателями. Владелец ресторана может выбрать конкретного быка на ферме, посмотреть его фотографии, узнать возраст, вес, рацион кормления. Затем заказать доставку мяса прямо на кухню через 24 часа после забоя. Приложение скачали уже 83 тысячи пользователей. Оборот платформы достиг $12 миллионов за первый год. Крупнейшая в стране ферма строится возле города Рахимьяр-хан. Комплекс на 15 тысяч голов занимает площадь 300 акров. Инвестиции составили $32 миллиона. Владелец Мансур Али планирует производить 50 тонн мяса ежедневно. Половина пойдет на экспорт, половина на внутренний рынок. Ферма создаст 400 рабочих мест. Запуск намечен на следующий год. Так как же Пакистан содержит 31 миллион голов скота на относительно небольшой территории? Ответ в уникальном сочетании древних методов и современных технологий. Фермеры используют знания, накопленные столетиями, от кормления отходами сахарного тростника до массажа быков для размягчения мяса. Одновременно внедряют датчики здоровья, автоматическое доение, биогазовые установки. Пакистанские породы скота приспособлены к экстремальным условиям: 45-градусной жаре, скудным пастбищам, нехватке воды. Буйвол Нили Рави дает 12 галлонов молока в день, питаясь тем, от чего европейская корова погибла бы за неделю. Бык Сахивал набирает 2500 фунтов веса на кормах, которые стоят 7 центов за фунт. Главное преимущество в людях. Пастух Гуль-Замин проводит 11 дней в горах, ведя стадо по тропе шириной 3 фута над пропастью. Ветеринар Имран Шах засовывает руку в живот коровы через фистулу, чтобы проверить пищеварение. Мясник Асиф Али разделывает 2-тонную тушу за 42 минуты. Целитель Хаджи Рахматулла спасает быка от укуса кобры травами и заговорами. Экспортер Салим Мухаммад вкладывает $8 миллионов в современные фермы, чтобы поставлять мясо в Японию по $28 за фунт. Эти люди превратили Пакистан в 11-ю страну мира по производству говядины. И они только начинают.